Всем привет, я Наталья, и вы на моем канале о вязании. В этом видео будем вязать с вами вот такую симпатичную сумку из джута с деревянными ручками. Высота сумочки без учета высоты ручек у нас 34 сантиметра получается, ширина 42 сантиметра. Сумочка вяжется одной деталью, и потом остаются нюансы, мы пришиваем ручку и сшиваем боковины сумки. Диаметр моих ручек 13 сантиметров, и в толщину они 1 сантиметр, если вы будете себе такие же покупать. Магазин не могу сказать, я покупала эти ручки на ярмарке рукоделия. Но в любом случае сейчас очень много доступных магазинов, где можно купить фурнитуру, в том числе деревянную для сумок. Вес этой сумки, точнее, на эту сумку понадобилось мне 500 грамм джута ушло. И что нам нужно для вязания этой сумки? Крючок номер 5, ножницы, игла с широким ушком, тупым кончиком и, конечно же, сама джутовая нить. Я вязала в 2 нити из джутовой нити толщиной 1,4 мм. 2 на 1200 текс плотность этой ниточки. Как я уже сказала, ушло около 500 грамм джута. Начнем вязать. Вязание сумки начнем с набора цепочки из 84 воздушных петель. Берем ниточку джутовую, мы вяжем в 2 нитки, оставляем хвостик подлиннее, приблизительно метр, и начинаем набирать цепочку из воздушных петель. Делаем первую установочную петлю и набираем первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Продолжаем набирать цепочку из 84 воздушных петель. Набрали цепочку из 84 воздушных петель и делаем еще одну воздушную петлю подъема. Дальше по цепочке нам нужно провязать 10 полустолбиков. Во вторую петлю от крючка, первая петля, вторая, заводим крючок, вытягиваем нить, заводим крючок, вытягиваем нить и сразу протягиваем через петлю на крючке. Провязали первый полустолбик. В следующую воздушную петлю заводим крючок, вытягиваем нить и сразу протягиваем через петлю на крючке второй полустолбик. В третью заводим крючок, вытягиваем нить и сразу протягиваем через петлю на крючке. Провязали 3 полустолбика. Всего нам нужно провязать 10 полустолбиков. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 полустолбик. Провязали 10 полустолбиков, и сейчас нужно провязать 1 столбик без накида. Заводим крючок в следующую воздушную петлю, вытягиваем нить, подхватываем рабочую нить и провязываем через 2 петли на крючке. Провязали столбик без накида. В следующую петлю нам нужно провязать полустолбик с одним накидом. Делаем накид на крючок, заводим крючок в следующую воздушную петлю, подхватываем рабочую нить, вытягиваем ее, снова подхватываем рабочую нить и протягиваем через 3 петли на крючке. Провязали полустолбик с накидом. Дальше по цепочке нам нужно провязать 60 столбиков с накидом.
делаем накид, в следующую воздушную петлю заводим крючок, вытягиваем рабочую нить, подхватываем рабочую нить и провязываем 2 петли на крючке. Снова подхватываем рабочую нить, провязываем оставшиеся 2 петли на крючке. Провязали столбик с одним накидом. Всего таких столбиков нам нужно провязать 60. Вяжем второй столбик с накидом, заводим крючок в петлю, вытягиваем рабочую нить, подхватываем рабочую нить, провязываем 2 петли на крючке. Снова подхватываем рабочую нить, провязываем оставшиеся 2 петли на крючке. Провязали второй столбик с накидом. Вяжем третий столбик с накидом, четвертый столбик с накидом, пятый, и дальше по цепочке вяжем столбики с накидом. Всего должно быть вместе с теми, которые мы провязали, 60 столбиков. Провязали 60 столбиков с одним накидом. Дальше вяжем 1 полустолбик с накидом. Накид, крючок в петлю, подхватываем рабочую нить, вытягиваем ее, снова подхватываем рабочую нить, протягиваем через 3 петли на крючке. Дальше провязываем столбик без накида. Крючок в петлю, подхватываем рабочую нить, вытягиваем, снова подхватываем рабочую нить, протягиваем через 2 петли на крючке. Провязали столбик с одним накидом. Дальше вяжем 10 полустолбиков. Крючок в петлю, подхватываем рабочую нить и сразу протягиваем ее через петлю на крючке. Крючок в петлю, вытягиваем рабочую нить и сразу протягиваем через петлю на крючке. Три полустолбика, 4, пятый полустолбик, шестой, седьмой полустолбик, восьмой, девятый и последний полустолбик провязываем, 10. Провязали 10 полустолбиков, делаем воздушную петлю подъема и разворачиваем вязание. Развернули вязание и вяжем в обратную сторону 10 полустолбиков. Во вторую петлю от крючка, первая петля, вторая, под обе дольки косички полустолбика предыдущего ряда заводим крючок, вытягиваем рабочую нить и протягиваем ее сразу через петлю на крючке. Под обе дольки следующего полустолбика предыдущего ряда заводим крючок, вытягиваем рабочую нить и сразу протягиваем через петлю на крючке. Следующий полустолбик. Дальше также под обе дольки косички заводим крючок, подхватываем рабочую нить, вытягиваем ее
и протягиваем через петлю на крючке. Провязываем таким образом 10 полустолбиков. Провязали 10 полустолбиков. Дальше нам нужно провязать 1 столбик без накида. Под обе дольки косички столбика без накида предыдущего ряда заводим крючок, подхватываем рабочую нить, вытягиваем, снова подхватываем рабочую нить, провязываем 2 петли на крючке. Провязали столбик без накида. Дальше нам нужно провязать 1 полустолбик с накидом. Делаем накид и под обе дольки косички полустолбика с накидом предыдущего ряда заводим крючок, подхватываем рабочую нить, вытягиваем, снова подхватываем рабочую нить и провязываем 3 петли на крючке. Провязали полустолбик с накидом. И дальше в каждый столбик с накидом предыдущего ряда нам нужно провязать столбик с накидом. Делаем накид под обе дольки косички и дальше также продолжаем по всему ряду. Под обе дольки косички заводим крючок, подхватываем рабочую нить, вытягиваем, снова подхватываем рабочую нить, протягиваем через 2 петли на крючке, подхватываем рабочую нить, протягиваем через оставшиеся 2 петли на крючке. Накид, вяжем следующий столбик с накидом, накид, вяжем следующий столбик с одним накидом. И дальше, так же как и в предыдущем ряду, нам нужно провязать 60 столбиков с одним накидом. Мы провязали 3, довязываем оставшиеся еще 57 столбиков с одним накидом. В каждый столбик с накидом предыдущего ряда провязываем 1 столбик с накидом. Вяжем дальше. Всего должно получиться вместе с уже провязанными 60 столбиков с накидом. Дальше нужно провязать 1 полустолбик с накидом. Делаем накид, крючок под обе дольки косички столбика, вытягиваем рабочую нить, подхватываем рабочую нить и провязываем 3 петли на крючке. Дальше нужно провязать 1 столбик без накида. Крючок под следующую косичку, вытягиваем рабочую нить, подхватываем рабочую нить и провязываем 2 петли на крючке. Дальше вяжем 10 полустолбиков. Крючок под обе дольки косички полустолбика предыдущего ряда, подхватываем рабочую нить и сразу протягиваем через петлю на крючке. Крючок под обе дольки косички полустолбика предыдущего ряда, подхватываем рабочую нить и сразу протягиваем через петлю на крючке. Вяжем 10 полустолбиков. Провязали 10 полустолбиков, делаем воздушную петлю подъема и разворачиваем вязание. Мы закончили с вами вязать второй ряд основного полотна сумки и перешли на третий ряд. Третий ряд и все последующие ряды вяжутся точно так же, как мы провязали только что второй ряд. Мы вяжем 10 полустолбиков, 1 столбик без накида, 1 полустолбик с накидом. Дальше провязываем 60 столбиков с одним накидом,
Дальше вяжем 1 полустолбик с накидом, 1 столбик без накида и 10 полустолбиков. Все точно так же, как провязали только что второй ряд. Во вторую петлю от крючка вяжем первый полустолбик. Первая петля, вторая. Заводим крючок, провязываем полустолбик. В следующую петлю заводим крючок, провязываем полустолбик. И дальше, как я уже сказала, 10 полустолбиков, столбик без накида, полустолбик с накидом. Дальше 60 столбиков с одним накидом и снова полустолбик с накидом, столбик без накида и 10 полустолбиков. Точно так же, как был провязан только что второй ряд. Вяжется следующий ряд и все остальные ряды. Всего нам нужно провязать для этой сумки 26 рядов. Вяжем дальше, повторяем второй ряд. Всего должно получиться вместе с уже провязанными двумя рядами 26 рядов. Вяжем еще 24 ряда узором, который я только что рассказала. Довязываем до конца последний ряд. Это 26 ряд. Последние полустолбики. И основное полотно нашей сумочки будет готово. Останутся только нюансы. Пришить ручку. И соединить боковины сумки. Так, и довязываю последний полустолбик. И вот что у нас сейчас получается. Вот такое вот полотно. С одной стороны полотна планка. Дальше идет основная часть. И с другой стороны полотна тоже планочка. Дальше мы к планочкам пришьем ручку и сошьем боковины сумки. А на данном этапе, прежде чем начинать пришивать ручку и соединять боковины, необходимо отпарить эту заготовочку. Кладем на ровную поверхность, накрываем сверху полотенцем и утюгом на режиме пар проглаживаем с одной стороны, дальше переворачиваем и проглаживаем с другой стороны. Отпариваем и начнем пришивать ручки. Отпарили сумочку, и после отпаривания сразу заметите, что она стала намного мягче и складочки лучше драпируются у нее. Сейчас будем пришивать ручку для сумки. Я уже с одной стороны ручку пришила, для того, чтобы показать, как она будет выглядеть. Вот это изнаночная сторона, шовчик идет такой. И с лицевой стороны она идет без шва. Начнем пришивать. Поворачиваем к себе той стороной, где у нас осталась ниточка рабочая, после того, как мы довязали 26 ряд. Обрежьте нитку, оставьте хвостик подлиннее, чтобы можно было пришить ручку для сумки. Обрезайте и вытягиваем ниточки через петлю получившуюся. Вытянули, и вот этой ниткой мы будем пришивать с вами планку, вставив в нее ручку для сумки. Вот таким вот образом. Складываете сумочку пополам, определяете, где у вас лицевая сторона, где изнаночная. Вот. Обе стороны одинаковые. Складывайте так, как вам нравится, любой стороной. И начнем пришивать сумку. Берем нитку, иглу с широким ушком и тупым кончиком и вставляем ниточку в иголку.
вставили ниточку в иглу. Заправляем ручку в планку. Вот так приставляем ее, огибаем планкой ручку и начнем пришивать. Пришиваем начало планочки, начальные петельки мы будем захватывать. Вот эти вот косички из полустолбиков, которые мы вязали. И с этой стороны мы также будем захватывать косички, которые вязали. Вот они. Приложили сумку и выводим ниточку с изнаночной стороны на лицевую. Захватываем самую первую косичку. Вот она у нас идет, эта косичка. Вытягиваем ниточку на лицевую сторону. Вытянули. А теперь смотрите, вот у нас идут полустолбики. Дальше идет столбик без накида. Дальше идет полустолбик с накидом. И дальше пошли столбики с накидом. Мы с вами соединяемся в столбике без накида. Вот они у нас идут. Вот заканчивается последняя петля полустолбика. И идет дальше столбик без накида. Ниточку заводим под перемычку. Вытягиваем ее. И дальше с лицевой стороны на изнаночную выводим иглу. Как бы огибаем. Вот у нас идет перемычка, как раз полустолбика с накидом. Мы заводим иголку и выводим ее на изнаночную сторону. И здесь сразу же захватываем. Вот у нас идет первая косичка, от нее шла рабочая нить. Вот у нас идет вторая косичка. Сейчас мы будем захватывать вторую косичку с вами. Вытянули нить, огибаем вторую косичку, вставляем иглу. Вытягиваем ее. Поправляем ниточки, они немножко путаются. У меня, по крайней мере. И выводим на лицевую сторону, захватывая третью косичку. Вот. Первую. Здесь мы уже выводили нить. Вторую тоже выводили. Вот у нас идет третья косичка. Вот сюда нам нужно вывести иглу. Вот сюда вот. Выводим иглу. Прячем ниточку под перемычку. Вставляем иглу, огибаем косичку, вставляем иглу и выводим ее на изнаночную сторону. Захватываем следующую косичку. Здесь снова огибаем косичку. Вот у нас идет нить отсюда. Огибаем косичку, вставляем иглу и сразу выводим ее на лицевую сторону. Вывели. Захватываем четвертую косичку. Нить сначала под перемычку, чтобы спрятать ее, чтобы ее не очень было видно. Огибаем косичку, вставляем иглу, выводим на изнаночную сторону. Вывели, вытягиваем нить, снова вставляем иглу, огибая косичку. И выводим на лицевую сторону. Опять прячем нить под перемычку. Вот она идет. И огибаем следующую косичку. Выводим нить на изнаночную сторону.
Вывели нитку, снова огибаем косичку, вставляем нить, выводим ее на лицевую сторону. Нить под перемычку. Огибаем косичку следующую, выводим на изнаночную сторону. Вывели и огибаем следующую косичку. Выводим на лицевую сторону. И таким образом мы с вами сшиваем полностью, пришиваем начало и конец планочки. Вот смотрите, видите, у нас идут, вот мы прошиваем ниточку, я не очень сильно подтягивала, вот у нас получаются такие вот тоже перемычки с изнаночной стороны. И продолжаем дальше так сшивать по всей длине ручки. Сначала заводим иглу под перемычку, прячем ниточку, чтобы ее не было видно с лицевой стороны. Огибаем косичку и выводим на изнаночную сторону. Вывели, огибаем косичку, выводим на лицевую сторону. И снова повторяем. Под перемычку заводим. Огибаем косичку, выводим на изнаночную. И на изнаночную сторону вывели. Снова огибаем следующую косичку. Выводим на лицевую сторону. И продолжаем так сшивать до конца планки. Пришили до конца планку, и теперь ниточку можно спрятать. Выводим ее на изнаночную сторону. И прячем хвостик. Прячем как удобно, как вы привыкли. Можно пройтись по шовчику, прям спрятать нитку сюда. Заводим ее под косички. Под одну, под другую, под несколько косичек. Потом можно развернуться и в обратную сторону тоже так же несколько косичек пройтись. Можно опуститься вниз. В обратном направлении еще пару косичек, и у нас все крепко зафиксировано. Все, теперь хвостик можно обрезать. Ручки у нас пришиты, и нам осталось только сшить боковины сумки. Сшиваем боковины сумки. Для того, чтобы сшить боковины, нам понадобится тот же самый крючок, которым мы вязали, крючок номер 5, и дополнительная нить. Также в 2 нити, как и вязали основное полотно. Вот у нас заканчивается планка. Здесь мы сшивали, вот у нас шовчик с изнаночной стороны, и находим самую первую свободную петлю от планочки. Вот она идет, первая петля. Отсчитываем 10 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-я петля. Пометили ее. И с другой стороны сумки также находим свободную первую петельку. Вот она у нас идет. Первая петля, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Вот она, 10-я петля с другой стороны. Помечаем их себе. Прикладываем их друг к другу, чтобы не потерять. Берем ниточку. И смотрите, как мы будем сшивать. У верхней части сумки заводим крючок под обе дольки косички, 10-й косички, сверху вниз. У нижней части планки
заводим крючок под обе дольки косички снизу вверх. Завели, берем рабочую нить, одеваем на крючок и вытягиваем эту нить через петли на крючке. Одели. Хвостик нити пока убираем, чтобы нам не мешался. После того, как мы сошьем боковину, его нужно будет спрятать. Дальше находим следующую косичку у верхней части сумки. Заводим крючок сверху вниз. У нижней части сумки снизу вверх. Подхватываем рабочую нить и вытягиваем рабочую нить через все петли на крючке. Вытянули. Находим следующую петлю, косичку. Заводим крючок под обе дольки сверху вниз. У другой части сумки, у нижней, снизу вверх. Завели, одеваем на крючок рабочую нить и протягиваем ее через все петли на крючке. Протянули. Следующую косичку заводим крючок сверху вниз. У нижней части сумки снизу вверх. Подхватываем рабочую нить и протягиваем через все петли на крючке. Протянули и продолжаем дальше так сшивать до самого конца. Рабочая нить идет у нас по центру, лежит в центре между двумя деталями, между верхней частью сумки и нижней. Крючок заводим у верхней части сумки сверху вниз, у нижней части сумки снизу вверх. Подхватываем рабочую нить и протягиваем ее через все петли на крючке. И вот таким образом продолжаем сшивать до самого донышка. Соединили до конца боковины сумки. Ниточку можно обрезать и вытягиваем хвостик нити через получившуюся петлю. Осталось только с помощью иголки с тупым кончиком, широким ушком спрятать этот хвостик и спрятать хвостик, который получился у нас в начале этого шва. Боковина сшита. Получается вот такой ровный аккуратный шовчик. И с другой стороны сумки мы делаем то же самое. Точно так же находим 10-ю косичку от места, где у нас идет шов от перемычки, от соединения ручки с планкой. И начинаем с 10-й петли сшивать боковину сумки. Здесь небольшой нюанс. Тут у нас идут не косички столбиков, тут у нас идет начальная цепочка из воздушных петель. Вот мы набирали петли, и у нас здесь идет цепочка. Как мы заводим крючок? Вот у нас идет наборная цепочка, а с другой стороны как бы полупетля вот такая. И вот под эти вот петельки мы заводим крючок, точнее сверху вниз. И с обратной стороны точно так же под обе сверху вниз. Вот они идут. Тоже как бы косички. И за них мы сшиваем эту половинку сумки. Точно так же, как сшивали другую. Итак, мы с вами сшили боковины сумки. С одной стороны у нас шовчик красивый получился. И с другой стороны тоже красивый шовчик получился. После того, как мы сшили их,
необходимо спрятать ниточки, которые у нас получились при сшивании, и обязательно отпарить швы. Тогда они будут мягче и сумку не будет стягивать. Сумочка готова. Спасибо, что вязали вместе со мной. Красивого и интересного вам всем творчества. До встречи в следующих видео.